Помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрали. Пубертат увидел мир. Не угнаться за опытными подземщиками одесскими, когда 30 лет уже под землю ходят, кажется детский лепет. Ну давай не отставать, мы не успеем. Слушай, я в шоке. О, смотри, как будто космические развалы. Просто с потолка обрушилась масса. Это может поправить меня потом, ребята, весной, когда наполняется грунт влагой, вот такие ягодки падают. Нифига себе ягодка, блинчик. Гном, а это какие-то совсем свежие обвалы? Да, ты абсолютно прав. Видно, даже не надо быть специалистом, не надо, короче, новичок поймет. Свежайшее. Я здесь был недели 3 назад. Этого не было. Вот Это такая масса упала? Это такая масса упала в промежутке от начала октября до сегодня. А какой вероятность, что на нас может что-то упасть? Она всегда есть. Посмотри на эти стены. То, что называют горное давление. Шахту страшно давит, стены отслаиваются, потолок тоже. Она всегда есть. Но будем молиться. Угу. Тяжелый, не тяжелый? А эти не тяжелые. Очень плохой слой, посмотри. Видишь, он ломается. Поэтому оно и упало. Здесь известняк насыщен глиной. Его прочность гораздо меньше. Не, ну такой все равно по башке лустит, мало не покажется. Да, мягко говоря, неприятно. Вот. Это действительно мне по пояс и даже вот так вот. О, каменюка какая. И в порошок, видишь как. Очень плохого качества камень, много суглинка в нем. Ребята, поехали! Не могу. Я умер, пацаны, аккуратно. Проходите, все, оставляйте меня. Не успел придумать. Оставляй, я ноги сломал. Проходи. Все, забудь про меня. Ой, это хороший был Я чуть боец. не наступил. Хороший был боец, но жалко. Ну, жалко бывает, ну что сделать. Все, пока, пацаны. Давай, все. Прощай. Прощай. До воды идти еще 2 километра по сухому, единственное, очень сильно пригибаясь. Сейчас за поворотом через метров 50-100 нас ждет уже по колено воды. А скажи мне, пожалуйста, Валентин, а сколько надо плыть акваланга? Может, мы с аквалангом приедем? Сейчас скажу, нет. Район Бадаевских очень сильно разрушается. Я хочу, чтобы вы еще снимали много видео, чтобы это не было последним вашим видео. Что, ну, так настолько опасно сильно? Если честно, да. Посмотри, уже по дороге, вон, коржи обвальные, вот. Ага. Представьте то же самое, но шахта затоплена водой, и стены размокают, становятся еще менее прочными. Опасно до предела. Я никому не рекомендую нырять на бадаевские стоянки, хотя это уже делали 20-25 лет назад. Уже делали. То есть стоянки остались под водой нетронутыми? Да, они давно затоплены водой. Еще в 88-м у меня была старая карта, я пытался пройти в лагерь. Я не дошел хорошо, метров 300, если не больше, если не 400. Вот, воды стало вот так. Я был в полном гидрокостюме. А что с сигаретами запахло? Никто же не курит. Нет, я не чувствую. Дым. Нет, что-то есть немножко, где-то подтягивает. Хо-хо, гермодверь, друзья. Рома, куда это? Бункер. Херовастенько закрыто. А что за ней? Бункер? Можно просунуть эту камеру. Почему к нам не пришли? О, там свет, он светится. Рома, а к нам не могут прийти оттуда? Могут поздороваться с нами. Они злые будут или нет? А посмотрим. Я думаю, нет. Скажем, что тут супер пришел. Так там дальше уже идет бетонный, конкретно защищенный такой ход, и вон висит канагонка, лампа шахтерская. Слышишь, ого. Так если интересно, то можем приехать в следующий раз вскрыть. Ну это гермодверь, вообще военная гермодверь с настоящего военного бункера. Такие, как у нас в бомбоубежищах стоят. Бам-бам убежище. Ага. Интересно очень. Ой, ой. Наши катакомбы действительно огромные.
Вот. Но не надо думать, что здесь все напичкано там прямо клады с золотом и с арсенала оружия. Как сказал однажды великий Омар Хайям, тоже посвященный Одессе: паутина централок — опасная сеть. В шахте тайные знаки ты должен суметь распознать, прочитать и избрать направление. Но для этого голову нужно иметь. Вот. Он много посвятил, просто я сейчас не все вспомню. Эта книжка вышла, Омар Хайям не изданная. А вы знакомы были с ним лично? Да, конечно, да. Это 11 век мы здесь с ним... Ну, А, это когда только начинал, 14 лет когда было? нет, ему было, да, мне на тот момент было, так нет, 14 тысяч меня выгнали. Когда я родился, я не помню, более того, я, скорее всего, не рожденный, я просто сам это не помню. А Омару было 35. Мне, соответственно, я не знаю, 65, сколько там тысяч лет. Откуда я знаю? Много я забыл, но я забыл то, что было старше, чем примерно 40 тысяч лет назад. А вот эти затопленные части, они к какому веку относятся? Это все совсем недавно, вы же знаете, одесские катакомбы. Я здесь недавно, то есть Одесса 1794 год, ну, на самом деле она чуть старше на 600 лет, ну, неважно. То есть я здесь поселился в 18 веке. Вот. А эти затопленные части вообще молодые. Там конкретно, где мы будем плавать и исследовать, это шахты 1928-1939 года. Вот. Сверстницы Ленина. Нет, Ленин умер в 1924. Это, скажем так, времена Сталина. А со Сталином не пересекался? Бог миловал. Вот. Так бы двоечку прописал ему? Я бы ему что-то похуже прописал, только вот опять, наверное, уже меня бы уже отсюда выгнали в какой-то совсем ад за садизм. Так что не знаю. И Сережа с этой лестницы с самого верха об землю. Друзья, по вашим многочисленным заявкам, комментариям и надписям мы сделали шапки суперсус. Так что, кто не успел к холодам приобрести, залетайте в суперсус шоп и покупайте себе самые теплые шапки, которые защищат вас от любого душа. А также сделали замечательные статуэточки, магнитики с моей мордочкой красивой такой. И так что тоже заходите и покупайте. Красивые. Аркус! Лодку не порви. Моторку не порви. Да это ладно. Лодку. Туннель не завали. Чтобы жопу не порвать. Туннель не завали нам. А зачем ты каску взял, если ты ее не одеваешь? Не знаю. Не, может пригодится дальше, пока все безопасно. Ух ты, молодец. Пошли. Ну, возраст чувствуешь, у тебя чуть поменьше, чем у меня. Хорошо себя чувствуешь еще. Ну еще как бы, да. Еще есть запал. У меня, понимаешь, жажда приключений меня вперед влечет. Ну, все подписчики спрашивают, что это за многочисленные надписи НА. Саша Навала Александр, замечательный исследователь был, в смысле он жив, он давно, семья, дети, серьезный бизнес, то есть ему немного не до катакомб. Он пришел в клуб почти одновременно со мной, ну там позже на 5 месяцев, мы подружились, вместе очень много исследовали катакомбы, и вот в 91-м с ним случилась очень страшная вещь. Не помню, 90 или 91, это была граница зимой. Вот. Он умудрился улететь в 38-метровую скважину пассажирскую, ну, 80 сантиметров. Остаться не то что живым, целеньким. Вы скажете, что за бред, я рассказываю фантастику, ну, наверное, человек сошел с ума. Сейчас объясню, вы все поймете. Обсажена железной трубой, 38 метров глубиной, скважина в катакомбы, висит веревочная лестница. По ней просто спускаешься, держишься, ну, стараешься быть аккуратным и слазишь на дно. Я слез первым, не положено вдвоем ни в коем случае находиться на лестнице, естественно, крикнул, что можно, отошел в сторону и жду его. Я слышу цок-цок ступеньки, буквально 2 метра он спускается, и дикий крик, и тарахтение ступенек. Я реагирую быстро, у меня сразу все, то есть я вообразил эту лужу из мяса и костей перед собой сейчас, 38 метров. Значит, на таком же, там, может, 3-4 метра от меня, вот это вой, крик и тарахтение ступенек прекращается, и стоны. Я пришел в себя, заглядываю в скважину, Саша висит на лестнице, вцепившись, и плачет. В чем смысл? Он летел вниз и цеплялся вот так пальцами за лестницу, проскальзывал все время. Пальцы он разодрал в клочья, в лохмотья. Ну, врачи, кстати, починили как новый. Он постепенно тормозил себя, где-то за 4 метра до конца он затормозился, смог вцепиться. Вот так.
Естественно, он уже там сполз в шахту, поднимали его на веревке, потому что с такими пальцами он бы уже не поднялся. Человек не то что, ну, короче, через пару месяцев он уже снова работал с нами в катакомбах. Ну, это опять же возвращаясь к фатализму. Да, да. Но я скажу, у нас был второй такой случай, пострашнее. Человек тоже остался в живых, но там ноги. Ноги превратились, как говорят, в салат. Опять же, он ходит в катакомбы, врачи сделали невозможно. Но, конечно, реабилитация была несколько лет. А вот немножко иронии. Вот эта стрелочка, это эмблема, он стал после падения показывать, мол, Саша быстрый спуск. Нет, Может это быть. просто марка, Стены Игорь, отвалился. это просто он пришел оттуда сюда. Вот и все. Свои оставлял Это метки, было да, чтобы... задолго до его падения. Упал он в 91-м. Мы уже ушли за пределы карты, мы уже давно вышли. Нам еще последний рывок, еще минут 15 Да мы до воды. откуда шли? Если не 20. Ну, мы шли отсюда, тоже еще за пределами карты. Вот Вот так. отсюда. А теперь мы где-то вот там. Где-то аж вот тут. Вот тут. Да. Мы уходим за пределы этой карты. Так что я достал тогда? Ты спросил, где мы? Друзья, между всем прочим, единственное место в мире, где я за 22 года своих поездок сумел потеряться и где можно реально заблудиться, это вот одесские вот эти вот шахты. Но ребята работают профессионалы, и они в этом хорошо ориентируются. Мы оставим на них ссылки, конечно же. А я тут вообще не ориентируюсь. Есть вот такие карты, но я даже ориентироваться в них не умею. Мне что так, что вот так, вот так. Оно все одинаковое. Вот это самый лучший метод, наверное, да. Друзья, Оно скрыться вот сразу в так. голову проникает, да. Сесть на эту карту и плыть как на каяке. Технология NFC, только надо близко очень подносить. The lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. So guys, as you can see, the system is very difficult, very entangled. I mean, we have a map, but now we are very far out of the border of this map. We needn't it. I know the part of the continue of the way, but for the 20 or 30 minutes, we will reach completely unexplored another system of the catacombs. What I mean with the word completely unexplored, honestly speaking, in 60s and in the beginning of 80s, some part of explorers visited that part, but we have no map. We need to start to make the map. But today we have to recognize the situation, and we want to swim with a boat in that flooded catacomb. Valentine, when we will be pernating now? No, you mean dive? Yes. No. Валентин, I want Mosquito. pernating. What? I want pernating. I have costume. Резиновый. Very nice. Красные сапоги. Ukraine English. Pernating with costume. Have you scuba? Скуба? Scuba. Скуби-дуби. Скуби-дуби? Кинки-винки. Understand you. Understand Скуби-дуби. Understandable. Understandable. Давай вырезай то, что с ним, потому что пошло уже совсем. Офигеть. А ты учил английский вообще? Да девочек он знал его всегда. Никогда. Человек 1400 лет прожил. Хочешь покурить? Да нет. Валентин, устал уже трошки? Чуть-чуть. Нам предстоит еще много, так что не имею права быть усталым. Нас никто не спрашивает. Нам надо снять хорошее видео, чтобы людям понравилось. Вот и все. Все ради народа. А у тебя никогда не было в жизни что-то вот бах, и было сомнение, а может бросить его, отмойте катакомбы, не буду больше спускаться? Такого не было никогда, но когда я женился первый раз в 95-м, какое-то время мы с первой женой, она тоже подземница, активно походили под землю, потом мы нашли, наконец, хорошую работу. Тогда было найти непросто. Продажа музыки, кассеты, дисков. Мы с головой ушли в эту работу. И был целый перерыв, лет 5 мы ходили под землю, может быть, 2 раза в год. То есть, ну, как вот эти сейчас великие исследователи, вот они 2 раза в год делают экспедиции, говорят, я знаменитый исследователь. Лет 5 у нас вот так ушли. Потом я развелся, и все мгновенно вспыхнуло обратно. И что, не скучал тогда за вылазками? Естественно, скучал еще как. С другой стороны, компенсировала, работа была более чем интересна, то есть тоже хобби. Мы оба помешанные были в те годы металлисты, но, слава богу, мы сейчас другое слушаем, и я, и она. Для нас работа была в кайф. То есть мы потеряли один кайф, получили другой, нашли другой. А какие сейчас у тебя улюблені музикальні ансамблі? Большая часть моих любимых групп, скажем так, такой андеграунд, что их часто не знают на родине нормально.
А из популярных назови, может, пару-тройку, чтобы мы сориентировались. Может, Из банального я обожаю металлику. Вот. Из, может быть, не настолько, но тоже дико банального System of Mercy. Вот. Люблю их копию на русском, называется Виктор Цой. Ну, очень много, Дима, перечислять бесполезно. К сожалению, сталкивался с другим. То есть я обожаю это из самых любимых групп Puerto. Ребята из США. Я спрашивал даже из их штата. Вот. Я так понимаю, что группу знают в местном баре, знает какой-то сумасшедший в Норвегии поклонник, там где-то в Южной Африке и я. То есть вот такая супер популярность. А ты знал, что Игорек сынок Виктора Цоя? Нет, но вижу, что... Замечал, обращал внимание, что похож на сына. Вот когда ты посветил на него... Я тебе фотографии сейчас выйду. Я тебе покажу фотографию, скажешь. Нет, я помню. Просто в прошлых комментариях это спалили, Игорь об этом не говорил. Ну что, Скинули фотографии в я комментарии. очень уважал твоего отца, а моя вторая жена его лично знала, с ним тусовалась. Так, что Так я может не быть это шучу. все-таки в катакомбах произошло? Как это все запутано. Может все-таки произошло это все в катакомбах? Это и такое где-то свет сплетение, родился? да. Будем расследовать. Здрасте. Господин Валентин. Да. Здравствуйте. Что это вода, можно пить или нет? Ни в коем случае. Ужасно обидно. Это наша боль очередная. Это наш любимый шахтерский колодец. Он здесь на пути, вот эти неизведанные шахты, последний. Мы всегда здесь пили воду, причем редкий случай, что уровень воды чуть-чуть упал. Будучи детьми, мы не стеснялись лечь и как собака попить воды, если нет с собой баночки, кружечки, чего-то. В чем смысл? Вот этого коричневого налета, который вы видите, неприятного запаха не было. Не было еще недавно, лет, может быть, 12-15 назад. Ага. Вода мутная, грязная, стоит вонь, и вот это выделилась органика. Ну если какого-то хлора чуть добавить, не? Я не советую. А только в случае, если речь идет о жизни и смерти, если ты тут... Прокипятить ее. Прокипятить, да, естественно, убьет все. Можно пить. Но противно. Саня, чем пахнет? Алюминиевой палкой. Ничем не пахнет. Да ладно говном. По-моему, нормальная вода. Смысла не было. Не было вот этой коричневой. Друзья, очень опасный участок сейчас проходим. Вы посмотрите, какие завалы. Это все буквально недавно попадало. Вот даже говорить громко страшно. Ого, мы через завал идем какие. Капец. Осторожно, Игорь. Ну что, друзья, вот это и есть наша цель. Вы видите, начинается вода. Это мелочи. Дальше она станет глубже, резко по пояс. Это то, к чему мы стремились. За всю историю исследований 1965 года здесь было, может быть, 20-25 человек. И здесь настолько далеко и тяжело идти, что карту они не сделали. Нам это предстоит. Мы будем разведчиками, можно так сказать. Нас ждет неизвестность. Именно для этого я вас позвал с Киева. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной были одними из первых. А возможно, мы где-то встретим участки, где мы будем первыми после шахтеров. Первыми за 90 лет. Нас ждет настоящее приключение. Все, друзья, начинаются заводненные участки, отделы химзащиты, готовые лодки к погружению. Сейчас еще немного пройдем, сядем на наши груз 200 Про водяной и пойдем в шахту, в катакомбу. Идем в затопленную катакомбу. Ого, оно уходит. Я уже вижу глубину. Ага. Ого, как вода ноги сжимает. Мы такой мул поднимаем. Посмотрите, какой мы мул поднимаем. Рома, зачем тебе дрючок? Крючок, чтобы... Ой-ой-ой, сейчас вывалится. Ой-ой-ой, смотри, вот-вот. Да. Давайте не трогать. А давайте потрогаем. Ой, тю-тю-тю-тю, маленькая. Вот так. А ну, о. Сейчас, смотрите, какая фактура воды. Кристально чистое дно. И смотри, как тучи, которые мы поднимаем со дна, медленно распространяются вперед.
К слову, подводный дайвинг опасен именно тем, что ты ластами цепляешь вот такое вот, и у тебя полностью, ну, ничего не видно. Есть специальные техники, чтобы плавать и не поднимать муть. Посмотри, какая красота. Это доступно только сейчас, пока мы не испортили это. Понтический водоносный горизонт. Значит, грунтовыми водами обычно называют верховодку. Вот этот временный, мы говорим, эфемерный водоносный горизонт, который над нами. Этот горизонт стабильный, он может только повышаться. В смысле, бывает, что он понижается. Кстати, здесь он понижался на несколько сантиметров. Почему он вообще образуется? Под нами громадный слой 40 метров серо-зеленой глины. Глина служит водоупором. Почему вода не уходит дальше. Но замечу, под этой глиной еще один слой известняка, и там тоже свой водоносный горизонт. И так очень долго. Ну, этой воды же не было изначально, когда катакомбы строили? Естественно, шахтер не станет работать в воде. Уровень воды повышается. Все дожди, все постепенно поступает сюда сквозь поры камня. И накапливают вот. А сколько лет этому затоплению? Здесь еще в 80-х было сухо вообще. А как далеко уходит вот эта водяная штольня тогда? Я не знаю, мы здесь сделали разведку, мы бродили несколько часов, конца краю не нашли, честно. Вода делает тоннель более уязвимым? Конечно. Конечно, камень, этот камень растворимый, как ни странно. То есть постепенно оно все вообще... Все, друзья, будем надувать лодки и будем начинать нашу водяную экспедицию. Валентин, время пришло? Да. Ведмечко, йди сюди. Ведмечко, до мене, лодки надувать пора. Игорь, пришло твое золотое время надувать лодки. Ротиком умеешь работать? Ведмечко, иди сюди. Надувайко. Здесь можно как... А ну помоги мне. Кит-зад-зад. Давай. Тихо, коробка нужна еще будет. Стой, 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 гад, иди. Это долго. Сейчас Игорек надует и красивенько поплывем. Главное ничего не проткнуть нигде. Какая шлюпка. В форме гроба. Спасательно-аварийный гроб. И шо, и ты тебе сейчас будешь стоять по колено в воде. Чего, ты ложись. Давай, маленький, ложись. Чего, ты в гробик ляжешь? Вот сам туда ложись. Не, ну я могу в эту лечь, что мне. Честно говоря, я в шоке. Я один раз это уже видел, но на смешном пространстве там плавали 5 метров. А тут... Игорь, куда? Давай про это. Испытание. Ну, достаточно комфортно. Наконец-то мы столько это ждали. Игорек, мы столько это готовили. Мы так хотели давно это сделать. Так классно, так хорошо, так интересно. Все, можешь грести. Я отдохну. Буду ставить. Царский. Тихо, 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 тихо. Вот она жизнь райская. Шел 5 часов. А теперь можно и отдохнуть немножко. И полежать. Мы сели на мель. Где? Я не хочу мели, я хочу плысти. Войдем в то влагалище. Аккуратно, здесь подводные камни могут быть. Давай туда заходи, во влагалище. Ой, нет, там обвалы страшные. Нормально, нормально, пошли, пойдем. Ля-ля-ля-ля, там страшно. Давай, 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 давай. Ого, смотрите, какие уходят затопленные галереи. Причем лабиринт запутанный, он сохраняется. Только теперь он затоплен. Во все стороны. Так, забирай эту. Так, друзья, мы одолели первый завал. Дальше перед нами открывается открытая водяная гладь. Смотри, 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 смотри. Я просто, вон, руками просто от потолка отталкиваюсь. Давай, идем туда и будем от руками от Вот, смотрите, какое тут уже расстояние. Стой, не спеши, чтобы с разгона на камень не налететь. Началась наконец-то большая вода. Наконец-то началось большое лодырство. Потому что я наконец-то лежу и ничего не делаю. Просто кайфую, газики даю. Вот, мы плывем. Игорек толкает. Газики Газики идут, моржи ревут, птахи кричать. Смотри, вон пошла галерея, здесь небольшой завал. И обрати внимание, какая прозрачнейшая вода, какие булыжники. А нам туда, да, Валентин? А что ты в лодку не садишься? Что в лодку не садишься? А я сцикун.
Я шучу, на самом деле Виталик меня так убеждал, я вам нужен не в лодке, как разведчик, все время разведывать и помогать. И так Тут же далее. в какой-то момент уйдешь по груди в воду. Возможно. Значит, вот действительно мы на распутье решения, как сказал Дима. Пишется кольцо. Мы туда сходили с Андреем Мироновым, моим другом, не так давно, но мы нигде не смогли найти конца и даже не смогли найти кольца. То есть кольцо будет сюда, мы его, шахты настолько огромные, что мы не смогли найти это соединение. Интересный момент, посмотрите, насколько голые стены. Нигде нет надписей, как вот были у нас. Здесь был Вася, куча марок, какие-то даты. Здесь были единицы. Слышь, там же надо ориентироваться, чтобы мы потом не заблукали. За это не беспокойся. Но, а что такое кольцо? Ты вот несколько раз сказал кольцо. Как ты понял, что здесь есть кольцо? Пишется знак круг с крестиком, перечеркнутый круг. Все понятно. Так, я понял, что там какая-то зияющая, неизведанная бесконечность. Но почему-то мы приняли решение двигаться он туды. Ну, давай попробуем. Я не хочу туда. Да ну, пойди посмотрим. Вон пошло ответвление. Лодка с парусами ветра полными. У меня чувство какой-то невесомости и блаженства вообще. Такой расслабон. Просто непередаваемый. И выходить отсюда абсолютно не хочется. Просто. Я бы, наверное, поплавал, не знаю, здесь сутки. На Рому стена только что упала. Я видел. Вон впереди корч сейчас тоже отвалится над головой. Справа, слева. Ничего себе, здесь обвалы происходят. Сейчас тут вот передний может упасть у тебя над головой прямо. Недурственно. А сбоку это все провалы? Рома. Тут все обвалено. Вот эти все стены, их лучше не касаться. Я случайно лодкой зацепил, она обрушилась прямо на лодку, меня обдало водой только что. А вот Валентин пошел туда на завал посмотреть, там обрушилась часть стены. В общем, здесь вообще очень опасно. Я, если честно, так, мягко говоря, нервничаю. Чего? Ну, потому что в таких местах обычно, проводить видеосъемку... Нет, это, конечно, круто, что мы тут снимаем, но, блядь, так, мягко говоря, стрёмненько. Ого, слушай, так мы уже сколько развилок прошли. Да, уже немало. Вообще, если честно, даже если не для видео говорить, в таких местах просто существует определенная стабильность, и ее можно очень легко нарушить. Стабильность именно созданная здесь десятилетиями, почти 100 лет, да, тут в этой шахте, 30-х годов. То есть она с водой, она на грани коллапса, но вот она как бы стабильная. Мы вносим температуру, звук, шум, вибрации, все это может стабильность нарушить. Поэтому, конечно, стрёмненько. Шахты раздавленные, вот. Ну давай просто, если кого-то придушит, чтобы тогда все остальные быстро пошли его вытаскивать, да? Это если всех сразу не придушит. Alors on danse.